Боль как от удара кнутом и недоумение среди лидеров в Мюнхене от представителя мировых лидеров в связи с тем, что президент Трамп и его кабинет поддерживают то, что, по словам критиков, совпадает с нарративами Кремля о причинах трехлетнего вторжения России в Украину. Сегодня европейские лидеры надеялись на заверение в том, что президент Трамп понимает, то как они видят российскую угрозу, и после того, как президент на этой неделе сказал, что Украина когда-нибудь может быть российской, сказал, что он доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, когда дело касается Украины, и даже обвинил во вторжении России в Украину бывшего президента Байдена, обсуждая перспективы вступления Украины в НАТО. Это случилось вчера, в то время, когда европейские союзники были обеспокоены тем, что эти тезисы совпадают со взглядами Путина на конфликт. Европейские лидеры надеялись, что они, возможно, что-то упускают. И вот сегодня они услышали прямую речь вице-президента Венса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он упрекнул союзников США в Европе и выразил поддержку крайне правым европейским партиям. Послушайте, угроза, которая беспокоит меня больше всего в отношении Европы, это не Россия, не Китай, не какой-либо другой внешний субъект. А то, что именно меня беспокоит, так это угроза изнутри. Если вы баллотируетесь в страхе перед собственными избирателями, то Америка ничего не может для вас сделать. Высказывание и выражение мнений не является вмешательством в выборы, даже если люди выражают свои взгляды за пределами вашей страны и даже если эти люди очень влиятельны. Главный ведущий международного отдела CNN Кристиана Мапур находится в Мюнхене и провела день, общаясь с мировыми лидерами. Кристиан, рада тебя видеть, что мировые лидеры говорят вам о том, как они восприняли речь вице-президента Венса. Ну, честно говоря, была гробовая тишина. Во многом это было довольно шокирующе, в зале было много высокопоставленных делегатов, а после этого немецкий министр обороны сказал, что слова Венса были неприемлемыми. Испанский делегат сказал, что это было неприлично. Но с другой стороны им понравилось то, что он действительно сказал, что НАТО в Европе, и что Соединенные Штаты рассматривают его как сильный трансатлантический альянс, и они взяли эту приличную часть его речи, и они думали, что она будет в основном об Украине и о том, как реализовать потенциальный мирный план Трампа и Путина, но вместо этого это была речь, которая действительно была глубоким погружением в культурную, политическую и идеологическую войну. Я говорила с генеральным секретарем НАТО, у которого довольно хорошие отношения с президентом Трампом, это бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, и он точно не стал бы вести переговоры с Владимиром Путиным, сказав, что вы знаете, мы не хотим, чтобы Владимир Путин сидел в своем кресле в Кремле и знал, что мы собираемся делать, поэтому я как бы надавил на него. И вот что он сказал. Вы признаете, что президент Трамп уже звонил ему, тогда когда он сидел в своем кресле в Кремле? Что он, блядь, согласен с позицией Путина по вопросу о том, что Украина никогда не вступит в НАТО, и что это то, что НАТО обещало Украине на последнем саммите в Вашингтоне, о том, что ее будущее в НАТО не обсуждается. Президент Трамп во время своей предвыборной кампании также сделал несколько четких заявлений по тому же вопросу, так что это вас не должно сильно удивлять. И как вы сказали сегодня, Белый дом и другие сделали четкое заявление о том, что рассматриваются все варианты, и я просто выступаю за ситуацию, когда мы действительно попытаемся пройти эту часть переговоров, чтобы не произошло. А затем ключевым вопросом будет вопрос о том, как гарантировать то, что он не попытается сделать это снова, и чтобы не повторилось то, что произошло в 2014-2015 годах, что было полным провалом. Итак, гарантии безопасности – это большая проблема. И это то, что остается неясным, абсолютно неясным, ни Чоксид, ни Венс, ни Трамп, никто толком не знает, каковы эти жизненно важные гарантии безопасности, чтобы помешать Путину снова попытаться, потому что мы видели его аппетиты в прошлом. Я собираюсь поговорить с президентом Владимиром Зеленским здесь, на Мюнхенской конференции по безопасности, завтра, и мы после этого поговорим, Джейк. Хорошо, отличная работа, большое спасибо, Кристиана.
конечно, я думаю, что это должна быть интересная речь. Сейчас к нам из Мюнхена присоединяется конгрессмен-республиканец Майк Тернер из Огайо. Сейчас он в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, а был председателем Комитета по разведке Палаты представителей, и он возглавляет делегацию Палаты представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности. Конгрессмен, рад видеть. Вы сегодня встретились с Зеленским, что он сказал? Добрый вечер, Джейк. Ну, Джейк, он был очень оптимистичен. На самом деле, он не просто был оптимистичен, он хорошо разбирается в элементах того, что может войти в сделку. И я был, вы знаете, очень ошеломлен реакцией людей на речь Венса. Я не мог себе представить, что кто-то ожидал, что Венс выйдет на сцену и изложит принципы сделки, о которой не ведутся переговоры в Мюнхене. Мюнхен – это место, где вы объединяете людей вокруг принципов, и эти принципы таковы. Мы поддерживаем Украину, мы собираемся принести мир, мы собираемся посадить Путина за стол переговоров. Эта сделка должна быть предметом переговоров между Зеленским, Соединенными Штатами и Путиным, и еще многое предстоит сделать. The Washington Post сообщает Джошу Рогину, что ваша делегация представила президенту Зеленскому бумагу для подписи, которая предоставила бы США право на 50% будущих минеральных запасов Украины. Роуген сообщает, что Зеленский вежливо отказался подписать его. Это верно? Нет, наша делегация это не подписывала, потому что в нашу делегацию входит 17 сенаторов, 15 членов палаты, которую я возглавляю. Мы обсуждали этот вопрос с президентом Зеленским. Он очень хочет получить инвестиции США как для минеральных, так и для энергетических ресурсов, которые находятся на Украине. Он видит в этом способ обеспечить как будущие гарантии безопасности, так и будущие инвестиции в Украину. Он ведет переговоры с Белым домом об этих ресурсах и о том, что они действительно значат для будущего экономики и для отношений между США и Украиной. Я думаю, что они очень важны для будущего Украины, но, конечно, это означает, что должен быть мир, чтобы люди могли делать инвестиции, чтобы эти ресурсы добывались, чтобы они имели экономическое влияние. Нам нужен мир. То есть никто из делегации не представил ему бумагу для подписи? Нет, не представил. Сенатор Роджер Уикер, который является председателем Комитета Сената по иностранным делам, сказал в интервью «Политика», что Пит Хёксет заявил ранее, до начала любых мирных переговоров, что Украина не может быть членом НАТО, что Украина не может вернуться к границам 2014 года. Он сказал, что это была ошибка дилетанта, и говорят, что комментарии были тревожными. Что вы думаете о том, что сказал секретарь Хёксет? Ну, я думаю, что определенно преждевременно, чтобы кто-либо выдвигал какие-либо элементы сделки, и я думаю, что, безусловно, все должно быть на столе, что именно так вы получите сделку. Я знаю, что, безусловно, вопросы НАТО и будущего НАТО для Украины должны быть открыты. Аналогично, то, где пролегают границы, тоже должно быть открытым. Это часть переговоров. Сам президент Трамп оставил их открытыми, и они, безусловно, должны быть открыты. Нам не нужно, чтобы члены кабинета президента Трампа определяли то, что будет частью переговоров. Вы знаете, что президент Зеленский сегодня обсуждал с нами то, что все эти вопросы должны быть частью переговоров. И, безусловно, они действительно касаются будущего Украины, ее жизнеспособности, ее суверенитета и ее безопасности. Мы также слышали, как некоторые европейские лидеры выражали недовольство вице-президентом Венсом, который сигнализировал о некоторой поддержке крайне правых политических партий в Европе. Послушайте этот отрывок. Но то, что немецкая демократия, то, что не выживет ни одна демократия, американская, немецкая или европейская, говорит миллионам избирателей, что их мысли и заботы, их стремления, их мольбы о помощи недействительны или даже недостойны рассмотрения. Демократия основывается на священном принципе, что голос народа имеет значение. Нет места для межсетевых экранов. Вице-президент Венс также призвал европейцев прекратить свое противодействие антииммиграционным партиям, таким как крайне правая партия АfD в Германии, которую правительство Германии характеризует как предполагаемую экстремистскую партию. Мы знаем, что вице-президент Венс встретился сегодня с лидером АfD. Что вы обо всем этом думаете?
Ну, я думаю, это просто продолжающиеся темы, которые, как вы знаете, Венс продвигал, я думаю, в рамках республиканской партии, но я думаю, что поскольку мы смотрим на европейские политические партии, им придется самим решать эти вопросы. Спасибо, конгрессмен Майк Тернер, всегда приятно понимать, что вам нравится в Мюнхене, и должно быть, это довольно классный опыт. Я действительно ценю ваше время. Здесь много работы, Джейк, спасибо.